Я не поняла, для чего это ему надо это, да? Today is May 23rd, 2023. My name is Anna Granat. I'll be interviewing Galina Midberg in Thornhill, Canada, and the review is in Russian. Я ж слепую, когда не знаешь еще. Пожалуйста, представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Галя, Галина, полное имя. Я родилась в 1929 году в маленьком городке, нет, даже областной город Житомир. Но когда мне было годик, отца послали строить колхозы, вернее, не строить, даже организовывать. И это было в Коростышеве. Между прочим, это была и родина мамы моей. Вот. Ну, что там. Жили мы в Коростышеве. Я и мама, и папа втроем. Однажды, значит, у нас был большой дом, и я помню, что у нас там снимали квартиру одни люди. И однажды этот человек, который жил там, я уже это все помню по рассказам, пришел и сказал маме, что хозяйка меня обокрали. Мама говорит, а кто, как, что, через окно или как? Он говорит, нет, через двери. А что, взорвали замок, открыли или как? Нет, говорит, не открыли, никакого замка, ничего. И все, забрали муку. Она лежала у него в диване, потому что тогда была продразверстка, и нельзя было ни покупать, ни держать, ни продавать. Ни муку, ни зерно, ничего, потому что все нужно было для голодающего Советского Союза. Это было, когда мне было 3 годика. Ну и однажды маме предложили, значит, один человек продать муку. А в нашем городе, городишке этом, была женщина, которая пекла хлеб. Мы ее называли просто пекарька. Вот. Это было тайно, чтобы никто не знал, потому что за это сажали в тюрьму, все такое вот. И я брала у нее, папа, когда его забрали на переподготовку, договорился с женщиной. И эта женщина нам давала фунт хлеба, значит, каждый день. Папа сказал, я приеду из армии, приду и рассчитаюсь с вами. Однажды я шла с этим хлебом, и, не знаю, как его назвать, голодающий, наверное, напротив меня, мне было, наверное, 3-4 годика, выхватил у меня этот хлеб и убежал. И я помню до сих пор эти черные, страшные, голодные глаза. Я прибежала к маме и плачу. Мама говорит, я перепуганная сильно была. Мама говорит, не плачь, иди к тете, она тебе еще хлеба даст. В общем, я к чему рассказываю, что там у нас была пекарька, так сказать. Однажды этот сосед наш, квартирант, или как это можно сказать, говорит, хозяйка зашел в дом к нам уже, на нашу половину, и говорит, хозяйка, меня обокрали. Мама начала его спрашивать, там как, что, чего. Он говорит, замок целый, все целое, и меня обокрали. А перед этим, значит, оно было, я не знаю, как связать. В общем, к маме пришел один человек и тоже тайно говорит, может, вы знаете, кому можно продать муку.
Она говорит, она пришла к этой хозяйке, этой пекарке, и говорит, есть мука, ты возьмешь ее? Она говорит, о, если бы это такая была мука, как твоя квартирантка приносила, это было бы очень хорошо, очень хорошая была мука. И мама уже знала, что она ей продала муку. Ну, а был март месяц, это мама готовилась так 8 марта, мне шила какое-то пальтишко. Мама очень хорошо моя шила. И она говорит, я знаю, где ваша мука. Она прямо, знаете, взбудоражилась. Потому что получается, что это она украла, это же у нас в доме, внутри. Обвинили вашу маму? Он не обвинял, но так получалось. Он не сказал, что вы у меня украли. Но получалось так, что никого не было, но только хозяйка или хозяин. Вот. Она говорит, я знаю, где ваша мука. И пошла огородами туда, было холодно, еще март месяц, и она как в лодочках была, промочила ноги, ну, это все из рассказов. А эта женщина, которая воровала сама у себя эту муку и покупала себе там что-то, я знаю что-то, я не могу сказать, она побежала другой стороной, а мама прямо огородами. Она просит эту женщину, не выдавайте меня, не говорите. Она говорит, как я не скажу? Так это я обвиню эту женщину. Ну, я говорю, это все, я повторяюсь, это все из рассказов. Таким образом, мама вроде как, оправдалась, она не была виновата. Но мама, у нее получился на основании этого, у нее получился, теперь говорят, инсульт. Парализовала ее, левую сторону, скривила рот. Я не помню этого всего, я помню только эти голодные глаза. И папа отвез, не папа, потому что папа был в армии тогда, я не знаю, как это получилось, но ее отвезли в Житомир из Коростышева. И был врач Лерман, я до сих пор помню его фамилию. Ну, ее подлечили, она тянула левую ногу, и левая рука у нее была не очень хорошая. Но она даже шила, потому что она очень хорошо шила. И люди хотели, чтобы она шила, так они приносили эти отрезы. Я помню, лежал целый шкаф у нас, чтобы Фира, Эстер ее звали, Эсфер, чтобы только Фира, значит, ну и вот она, правда, подлечилась немножко, и даже ходила, очередя были, она как инвалид брала всегда, то, что там давали, как говорят, выдавали. Вот. Но она ходила, я, конечно, потом уже мне стало 12 лет, я варила даже, и мама родила в 1934 году сестричку, а в 1938 братика родила. Мыла не было тогда, но я как-то стирала уже в этом, где-то мне было уже 10, 9 лет, 11. Я стирала рубашечку ему, она была такая, когда я кормила его, тут как жесть было все вот это я помню. Вареники уже, в 10 лет я уже лепила вареники. Мама руководила, говорила мне как, а я уже делала все это. Ну и так было, когда папа попал в аварию, автодорожная или как говорится. Автокатастрофа? Машина, да. И папа был на подводе, опять я говорю подводе, на вазу, можно сказать так. И когда он видел, что на него идет машина, так он спрыгнул в канаву. Канава так. Да. Потому что я на украинском лучше знаю. Он спрыгнул в канаву, но машина зацепила лошадь, и лошадь рванула, и с воза упала
бочка, она была пустая еще. Вот они ехали за бензином. И папу ударило в висок. Он после этого уже не очухался, ну, не выздоровел, а 3 суток пожил и умер. И я была возле него, сидела, и я помню, как он говорил, что это мне уже было тогда 11 лет. Это было перед войной, перед самой. И он сказал, значит, что он разговаривал, он просил докторов, чтобы они его спасли. Он говорит, у меня жена больная и 3 детей. Это я помню уже. Ну и маму совсем парализовала, и ее забрали в больницу. Забрали в больницу, она уже была лежачая, у нее были пролежни уже потом. А детей, значит, нас было 3. Меня, как старшую, мне уже было около 12 уже было, пока время же идет, в пионерский лагерь я поехала. Ну, не поехала, в этом же городе в школе был на лето пионерский отряд, пионерский лагерь. А детей отдали в детский дом. Девочку вроде 34-го года рождения она была, ее вроде в Житомир в детский дом завезли. А мальчика вот я до сих пор не могу вспомнить. Или Новоград-Волынский район, или Городница. Ну, в общем, тоже отправили в детский дом. В дом малюток, потому что он был еще маленький. Он 38-го года рождения. Все, и тут вскоре началась война. Я была в пионерском лагере, дети в детских домах. Этот пионерский лагерь, эта школа была недалеко от моей тети. Это мамина сестра была. У нее не было детей, и я часто у нее даже находилась. Ну, началась война, нас из лагеря, ну, закрыли все, иди куда хочешь. Я пришла домой еще, я помню, как сейчас. В колодец пошла, 2 ведра воды принесла, поставила. Пошла к маме. Мама была в сознании, все, она мне говорит, доча, забери меня отсюда, забери меня домой. Я говорю, мама, я не могу тебя забрать. Уже война началась, все такое вот. В общем, я пришла домой. Дома под подушкой у мамы были 4 золотых зуба. Но когда уже она в таком состоянии была, она их вынула, положила под подушку. Золотые часы с цепью, большой цепью такой, тоже под подушкой лежала. И, как я сегодня помню, 1000 рублей. Я не взяла ничего и побежала к тете. Ну, еще такое вот было положение. И я была у тети, а война двигалась, немцы очень быстро двигались. 22 июня началась война, а 6 июля мы уже подъехал дядя, это был мамин брат. Уже он забрал старшего брата своего с семьей, и он с семьей. И потом мы, значит, тетя, я и дядя, ее этот вот, и потом еще его сестра. Его, ну сестра этого на лошадях. И кто как примостился, еще на подводе, на этом вазу была его свекровь, она была парализована, ее вывезли. Мама осталась в больнице. Но она была вот в таком вот состоянии, как я рассказываю. Взять ее с собой никак нельзя было. Потому что взрослые сидели на этом вазу, подвода у нас называлась. А мы, там, 2 детей дяди, один мальчик был где-то 15 лет, ему было. Кстати, он мне отдал свою капитанку, такой пиджачок был, назывался капитанка, потому что я в белом платьице и в мокроступочках так была. Было лето же. Он мне отдал эту капитанку свою. И еще дядины 2 детей тоже. Я помню, как их зовут. Лева был
Лиза, Лея или Лиза, я уже не помню точно. И так они ехали на подводе, а мы бежали бегом за этим возом. Мы доехали до речки у нас там в Коростышеве, Тетерев река. И переехали через мост. Уже бомбили тогда Коростышев. Уже был один убитый, который лежал на этом. Мост тоже бомбили, но не попали в него, а попали, там недалеко был дом отдыха. Ну, где-то 500 метров. Они еще не были такие наученные, немцы эти. И была закрыта наша дорога, ну, асфальтированная дорога, была Львов-Киев. И она проходила через этот мост. За мостом нас завернули, потому что это была военная дорога, и мы поехали, можно сказать, на обочине. Обочина – это была обычная грунтовая дорога. Ну, мы ехали, как-то по дороге у нас был лес, небольшой такой лес. Вообще-то у нас лесистая местность там была. У нас Полесье считается. Это Волынская была область. Под Белоруссией. Уже за нами была Белоруссия. И в лесу выскочил мужчина, солдат или офицер, я не знаю, кто он был, и схватил, я не знаю, по-украински это дышель. Вот это между лошадьми такая длинная, ну, что за вожжи, но как руководить этим. Дышель, я не знаю, как сказать, ну, оглобля, дышель. Ну, в общем, он схватил за это дышель и говорит: куда вас черт прет? И маты такие загнул. Я их еще не слышала никогда. В лесу немцы. А это был солдат наш. Там уже было такое вот. И дядя рванул этих лошадей, а мы бегом за этой подводой, за этим возом. И вырвались от этого. Потом мы заехали в какое-то село, и там, значит, взрывали комбайны. А мы ехали только ночью, потому что нельзя было. Взрывали комбайны, и тетя начала кричать. Ну, такие были забитые люди, не умели читать, писать. Это я была уже самая грамотная среди них. Ну, я была, потому что я училась в украинской школе. Была способная девочка, я читала газеты, все такое вот. И я говорю тете, я узнала, что это взрывают комбайны, чтобы не достались немцам. Комбайны, трактора, хлеб горит кругом, зажгли, потому что надо было уже его убирать, он уже жгли. Вот. Цыпленок мне запомнился, бегает, потом лапки кверху, все, нету. Травили, наверное, этих. Скот вывозили, а вот таких курей там все такое, вот все, чтобы не досталось немцам. В общем, я говорю тете, не бойся, она дрожит: ой, зачем я выехала, лучше бы я там умирала бы на месте. Когда взрывы, она же не знала, что это такое. А мы, дети, мы не боялись ничего, мы вышли и посмотрели, пронюхали, что это взрывы, и уже рассказали здесь. Таким образом мы очутились, если нам надо было, ну, вы не знаете Киев, нет? Никогда. Знаете? Мы должны были выехать на Святошино, а выехали мы на... Сейчас мне надо вспомнить, забыла это. На Белую Церковь. Это совсем с другой стороны. И приехали в Киев. Приехали в Киев, там была свободная квартира сына одного из братьев этих. Его звали Мойше Лейб. Вот. И сын его с заводом эвакуировался на Урал. Это я все знаю по рассказам. Ну, конечно, я ориентировалась в Киеве, я знала там многие места, потому что я приезжала туда.
И я заскучала за мамой, я не знала, что это такое, война, туда-сюда. И я убежала из дома, а мы остановились недалеко от площади Богдана Хмельницкого. Адрес был Михайловский переулок, номер 9. Квартиру я уже не помню, это была кооператива, ну такая квартира, как она называлась. На 28 комнат только одна уборная, как этот пел когда-то. Вот. И я ночью встала и потихонечку, чтобы никто не слышал, вышла из дому и пошла по дороге на Святошину. Я знала, что там, значит, можно. И на Святошину меня остановил военный какой-то и говорит: куда ты идешь, девочка? Я говорю: в Коростышев. К маме, там мама у меня. Он говорит: там немцы уже. А Киев был почти окружен уже тогда. Но Киев стоял. Мы еще месяц прожили в этом Киеве. Но он говорит: а зачем ты ушла? Там немцы тебя убьют, все такое. Вот начал мне рассказывать. А где ты тут живешь, в Киеве? Я ему сказала: Михайловский переулок, дом номер 9. Они меня посадили в машину, привезли туда, по этому адресу. И говорят: смотрите, она так и так. Все, и мы жили в Киеве. Я уже девчонка была такая, вместе с другими ребятами вылезали на крышу. Нам выдавали такие длинные, как это называлось, щипцы, как щипцы такое вот. И мы сбрасывали, если попадались, мы искали их, зажигательные бомбы, которые немцы бросали из самолетов. И сбрасывали их, если находили, другой раз не находили, но по крыше бегали, искали вот эти вот зажигательные бомбочки, они небольшие были, щипцами этим. А щипцы были, ну, наверное, 1,5 метра длиной, железные, тяжелые. Мы в Киеве были где-то месяц. Ну, много были в Киеве. И дядя, вот этот дядя, который нас вывез, так и остался в Киеве. Он стал лошади, он стал зарабатывать, людей на вокзал с вещами привозил, и лошади имели что кушать, и он хорошо зарабатывал. И, в общем, вот такое вот. А потом, когда немцы стали уже... Ну, в общем, город был окружен, но еще можно было через Днепровский мост, Дарница там была. Вы знаете эти все места, да? В Киеве, нет? Вот, мы, значит, нас привез этот дядя на... как мне тяжело рассказывать. Больно очень. Он привез нас на вокзал, мы сели в теплушки, и он нас сопровождал, значит, там. И я говорю: дядя, почему же ты, ну, я была очень близка, почему ты не едешь? Он партизан бывший такой, знаете. Он говорит: я последним этим вагоном поеду, в смысле, еще буду из пулемета отстреливаться. Так пошутил. Короче, он остался в Житомире, в Киеве, не выехал, и, ну, может быть, тут не связано было, но я все равно скажу. И когда немцы захватили Киев, и в сентябре, по-моему, это уже было, по-моему, в сентябре, Бабий Яр этот был, он сумел убежать и прибежал в Коростышев. Ой, и в Коростышеве он встретил своего, так сказать, друга, в кавычках, ну, тогда он не знал. И он начал вроде его спасать. Говорит: я тебя отведу в лес, там партизаны, ты сохранишься как-то. А завел его в полицию, и немцы его убили. Это такой был друг, украинец. Мы поехали в этих вагонах
сидели просто на своих вещах, на полу. И таким образом мы доехали до Харьковская область, Барвенково. И мы там остановились, опять там немножко пожили. Мне выдали там ботиночки желтенькие такие, ну как сироте, знаете, меня уже это. И спрашивают, хорошие? Я говорю, да, хорошие, но они были на меня тесные. И по дороге, когда мы ехали в этих, кто-то мне, ну, было тесно же очень, ходили по ногам друг друга, и мне кто-то наступил на ногу. Я закричала от боли. Они мне говорят, что ты, неженка такая, ну, знаете как. И я говорю, мне очень больно, открыли, а у меня там вот этот палец на вот этой вот ноге, ну, крайний самый. Мизинец. Уже с него куски падали, черные такие, знаете. Но я бы сказала, что это, как сейчас я грамотная, что это гангрена, может быть, была. Но я не знала, что это. Нашли врача в этом поезде. Она пришла и мне посыпала белым стрептоцидом эту ногу, забинтовала, почистила прямо чем-то эти... Ну, молодой организм, зажилось. Таким образом, мы доехали до Саратова. Через Донбасс ехали, вот через вот эти вот, я же говорю, Барвенково, вот мы там в совхозе были, Барвенково. Сейчас я слышу по телевизору, что там идут бои эти. И мы приехали в Саратов в этом автобусе. С Саратова мы поехали, там такой город был, Мичуринск. Нас посадили там тоже. Все это было в этих вагонах телячьи их называли, телячьи или как. И мы поехали дальше уже на Казахстан. Я помню, что Аральск был город, Аральское море там было. Нам выносили жареную рыбу уже, потому что там предлагали сырую из этого Аральского моря. Море рыбы там было. Но мы не могли купить, потому что надо же было ее варить, а в поезде где-то. Короче говоря, бомбили по дороге. Прятались под вагонами, такие умные были. Ну, а потом, значит, после бомбежки включался опять этот поезд, кто отстал, кто что, вот такое вот было. По дороге везде были станции, которые, ну, вшивость была, завшивленные были, не раздевались месяцами. И пропускали военные поезда, эвакуированные, мы успеем. Вот, и на этих были такие санстанции, которые обрабатывали, я забыла, как она называлась, вот, обрабатывали нас, одежду всю жарили, мыли нас в бане, кормили каким-то супчиком. Надо сказать, что эвакуировали же одни евреи и партийные работники. А так, но в основном это были евреи, что Сталин отдал, отдать надо нужное. Он очень много спас этой эвакуации. Вот, и мы так доехали до Алматы, в Казахстане. В Алмате не приняли этот наш поезд, наш эшелон, и направили в Ташкент. Ну и я от тети слышала часто такие разговоры, что если б не ты, ну, хлеба не было, конечно, кушать всем хотелось. Ну, я была лишним ртом еще к этому. Я решила, а их посылали в колхозы. Я не знаю, я сейчас вот не знаю, 12 лет, дети еще ничего не понимают. А я тогда знала, что они едут в колхозы, что там будет узбекский язык. И я говорю, я не поеду с вами туда в колхоз, я пойду в детский дом. И я подошла к милиционеру и сказала ему, что я хочу в детский дом. А тогда ловили беспризорных.
они не хотели идти в детские дома. Он говорит мне: пожалуйста, доченька, я тебе скажу. Дал мне адрес, куда надо ехать. И я поехала сама в Ташкенте. Наркомпрос назывался тогда. Это нарком просвещения, ну что-то такое вот. Наркомпрос. Это было на улице Весны, я до сих пор помню эту улицу. Но Ташкент был русский город такой, знаете. И они мне дали направление в карантинный детский дом. Я с этой бумагой пришла в этот детский дом. Сначала там было очень хорошо. Потом мы даже спали на кроватках. Потом стали по двое спать в кроватке. Потом под кроваткой уже спали дети. И на полу, и везде. Что нас, когда, значит, надо было кормить, так в 6 часов начинали кормить завтраком. И этот завтрак был до 12. Потому что группами кормили. До 12. С 12 до 3 где-то уже кормили нас, значит, обедом. А потом, значит, как пообедали, потом опять, значит, где-то начиналось это опять через какое-то время. И нас уже кормили ужином, это было уже 12 часов ночи. Ну, кормили, я не знаю, как это назвать, такие были канавы для орошения. И там брали воду, никакого водопровода, ничего там не было. И нам варили суп из этого. И я помню, как сегодня мальчишки устроили скандал там такой, что вы нас червями кормите, потому что вода была там с червями с этими, и в тарелках попадались черви. Ну, это было в этом карантинном детском доме. Потом оттуда нас направили через некоторое время, направили, 31-й детский дом был, и там были одни девочки. Потому что там тогда начали вот это разное обучение, и мальчишек отправили в другой детский дом, а девочек, значит, в этом детском доме. И нас туда направили. Юбок не было, тогда брюки никто не носил, кроме мужчин и мальчиков. И нас одели в эти брюки. Мы очень страдали, девочки, потому что были все простуженные, и не было что подложить, извините. Боялись, что увидят, что мокрое немножко там. Вот такое было у нас. Вот. Потом как-то в этот детский дом приехал один профессор из института, институт железнодорожного транспорта. Профессор какой-то, наверное, мы же не знали, кто. Выбрал вот так вот по головам, потому что документы не давали, 6 девочек, и мы попали на воспитание, значит, в институт в этот. Кормили нас там на убой. Почему так? Для студентов был обед, так нам 3 обеда этих. Утром давали этот обед, в обед давали этот обед, и на ужин тоже этот обед. Там был и суп, и второе, даже конские котлеты были из конины. Но запах был, но мы тогда все было хорошо. И 200 грамм пирога, это нам давали каждый, 3 раза в день. Мы не ели это, были сытые. Нас там, когда привезли, была квартира с ванной для нас. И нас покупали эти профессора на руках туда прямо. Вот, нас одели в одежду этих профессорских детей. С Ленинграда там еще был там Харьковский институт был, Ленинградский, Ташкентский. Все они были вместе. В общем, рай на земле. Ой. У нас была девочка там, я до сих пор помню ее фамилию. Она была гречанка из Мариуполя. И звали ее Аня Арбаджи, ее фамилия. Была девочка эта. Нам поселили воспитательницу. Воспитательница варила там
ну, крупа, доставали же, это все по карточкам было. Это было очень, очень сложно. И кто-то воровал из этих девочек наших, кто-то воровал эти вещи и покупал виноградик, конфетку. Но никто не знал, кто это. И со мной случилась беда. Я ночью пошла в туалет, а туалет был, вот туалет, если интересно это, может быть, нет. Тут туалет, а тут спальня этой нашей воспитательницы. Муж, она, сын были там в этой спальне. И я сонная вместо туалета попала в ихнюю комнату. И щупаю. Глаза открытые, но темно же. Я не знаю, как выйти оттуда. Зажгли свет, я стою посреди комнаты. Кто вор? Значит, я. За меня и отправили назад в детский дом. Потом, через много времени, узнали, ее поймали, эту Аньку, как она кому-то давала на обмен эту крупу и все такое. Вот. Сейчас это для вас это смешно, наверное. Вот. И приехали за мной забрать меня назад. Я говорю, я гордая девочка была, вот, была, ну, самостоятельная. Я говорю, я уже перенесла эту подлость, это все, я никуда не еду. И я была в этом детском доме. Я училась очень хорошо. Была отличница. Вот у нас 2 девочки, 2 еврейки, кстати. Ну, я не знала, еврейки, не еврейки, я теперь потом поняла. Ее фамилия была ее звать Хава было. Ну, еврейским именем она больше была. Хава Сокольская. Вот. И я. И мы настолько хорошо учились, что мне и ей выдали, мы были в одном классе, вот, и выдали за отличную учебу, из парашютного шелка были такие белые блузочки нам выдали. Вот. Ну, в общем, нас любили очень, потому что учились хорошо. Вот тут тетя мне присылает письмо. А адрес у меня был, я с ней переписывалась. Когда дядя узнал, где я, и, в общем, взял адрес. И мне сказали, что пришло тебе письмо, знаете, как детдомовцы, в этот карантинный детский дом. Я забрала, у меня уже был адрес. И тетя мне пишет, что приезжай, мы поедем, значит, домой, на Украину. Это был 44-й год. Война еще шла. Но туда уже по вызову можно было ехать. Ну, смешно сказать, мне было уже тогда 15 лет, и меня взяли на работу телефонисткой. Почему? Потому что телефонисток взрослых, если только женщина или девушка-телефонистка, сразу забирали на фронт. А мне 15 лет, меня не возьмут на фронт, так они меня притулили где-то, я работала телефонисткой. Я отправляла телеграммы по телефону в другой город. И тут связывалась, был маленький такой коммутатор, или как они назывались, я уже не помню, по-моему, коммутатор. И я соединяла вот эти шнуры там с райкомом, с обкомом, все вот это. И, ну и тут, значит, это когда я уже приехала к тете, я уже перепутала одно с другим. И тетя мне пишет, что приезжай. Если можно будет, вы переставить. Тетя пишет, приезжай. Я говорю, тетя, если ты меня будешь учить, а я была настроена только на учебу, понимаете? Если будешь, ну, дашь мне возможность учиться, так я приеду. Она мне отвечает, если бы ты была бы родная дочка, ты бы так не писала бы. Я поняла, что я буду родная дочка. И пришла и к директору школы, чтобы меня отпустили. Школа и детский дом, оно как-то было все вместе. Вот. А он говорит, ты знаешь, что ты не едь, Галочка, туда, к тете. А вот ты окончишь школу, в смысле, там только как техникум был, знаете, школа такая. Вот, окончишь школу и будешь учиться в институте и приезжать к нам
сюда, будешь как воспитанница детского дома. Вот мы деньгами не можем тебе помочь. Но это я немножко уже, знаете как, я не помню это точно разговор. Но продуктами мы тебя будем снабжать. Я была настроена на учебу вот эту вот. Когда она мне написала так, что если бы ты была бы родная дочка, ну, значит, надо, мама будет у меня. Я поехала к ней. Станция Поседовка, я помню сейчас. Но я очень бойкая была девочка. Я не знаю, откуда это у меня было. Или мы рано взрослели очень. Я не знаю. И я была поводырем у нее. Она сердечница была и вообще совершенно неграмотная. Ну, тогда так было еще, в 41 году. Еще, может быть, она умела читать на идише, я не знаю, может быть. Но на русском она была ничего. И я привезла ее в Коростышев, вот так вот, под моим, как говорят, это. Через Донец, через это все мы вернулись туда. Ну что, вот я вам рассказала про детский дом. Ну а там, в детском доме, мы учились там, и у нас было подсобное хозяйство. Где-то 43 гектара на одном участке, и где-то около этого еще на другом. Мы это обрабатывали сами. 2 сотки обработаешь, обед дают. Не обработаешь, не дают. Голодные были, конечно, в этом детском доме. Было такое. Вот. Ну, очень тяжело было, очень тяжело вот это все. И потом Ну, вернулись в Коростышев. Я пошла в 8 класс в школу. Тогда уже 8-летка, наверное, была. И поступила в техникум, педучилище у нас было. Педучилище, потому что в этом городе, в Коростышеве, было педучилище. Содержать меня, чтобы я была где-то. Ну, вообще голод был и нечего было. У меня остался дом. Мы продали этот дом за мешок картошки и бочку огурцов. И жили у тети. Я, правда, ей сказала, у меня цех, мозг, видно, работал. Я ей говорю, тетя, может быть, мы твою квартиру продадим, дом твою, там одна комната у нее была, а будем у меня жить. Она говорит, ты вырастешь, ты меня выгонишь. Оказалось, что меня, как говорят, выгнали потом. Но я окончила педучилище, там 3 года. И меня послали работать в село. Я была одна еврейка в этом селе. И в этом селе, и потом в другое где-то перевели. Тоже я была одна еврейка. Но они мне говорили, вы же не еврейка, вы не жидівка, вы схожи на нас. Вот так вот они мне говорили, что, мол, я хорошая. Ну ладно, потом было как раз дело врачей тогда. Я уже окончила. И нас заставляли идти в институт, потому что надо было учителей, чтобы было высшее образование. И я поступила, не поступила, просто как бы продлила учебу. Нас прямо заставляли. В Житомире этот институт, пединститут. На факультет украинской мовы и литературы. Ой. И я не окончила, я окончила уже, когда вышла замуж. В 1955 году была там одна знакомая моя девочка, он хочет отдохнуть, наверное. Была знакомая девочка, там, еврейка, для меня уже было важно это. И я к ней приходила туда на работу. Она работала пастпункт, это пастеризованное молоко там было, в общем, такое вот. И мы там делали мороженое, ну, это ерунда уже.
Все. И приезжал туда, называли эту машину «Ведьма». На машине один шофер, тоже еврей, и меня увидел там. Я ему очень понравилась, я смазливая была, пацаночка. И он, говорит, мне начал со мной говорить и говорит, у меня есть племянник. Мол, я хочу вас познакомить с ним. Я говорю, а я уже в селе была, уже по суть до дела, уже 25, знаете как, уже время, ну, может, не 25, я даже не помню, сколько мне тогда было, но я уже хотела вырваться из этого села. А там в селе, ой, я же говорю, я одна еврейка на все село это. Я не очень хотела, но все-таки он меня уговорил. У меня дочка, говорит, такая, как ты. Вот, привези, не стесняйся, ты будешь у нас, он придет, увидит тебя. Да, нет, вот так вот. А тогда мужчин не хватало, это было после войны, это без рук, без ног, лишь бы штаны были, извините, что я так говорю, но это так было. Вот. Ну, я 29-го года, а 27-й год уже призывали. Не в бой, а так уже призывали. В общем, не было. Поколения этого не было. 26-й всех положили подряд. 26-й весь почти пропал. Или раненый сильно, или мертвый. Потому что так было. И я поехала. Поехала в Житомир. Прибегает муж мой, высокий, стройный такой парень. С 24-го года рождения, фронт уже прошел. Ну, не знаю, вроде, не знаю. Я уехала, короче, оттуда. Уехала, а я ростиком маленькая, а он высокий. Что-то, наверное, не понравилось ему из-за роста, что-то, я не знаю. Не помню. Ну, не приезжал, потом вдруг приехал. К вам в село? Ко мне в село, да, в деревню. А это было 20 километров от Житомира. Сейчас так это ерунда, автобусы туда-сюда. А тогда это была глушь. Ну, он прибежал, мы познакомили меня, мы ходили гулять там все вместе, его дочка, и там были какие-то подружки ее, и Миша, этот мой муж. Шли гулять. И он начал приезжать ко мне в село. А он очень скромный был такой, несмотря на то, что он прошел войну, он был очень скромный такой. И он мне говорит, мы, извините даже, может для вас это странно было, мы никогда даже не целовались. Ну вот так вот, приезжал, побудет и уезжает. И он говорит мне, ну ты мне скажи, а я была хладнокровная такая, видно. Он говорит, скажи мне, ты пойдешь за меня замуж или нет? Чтобы я знал, что уже я в возрасте, ему уже 31 год был, мне уже было 25, 26. Ну, куда деваться, знаете? Я говорю, ну, раз надо, так надо, пойду. И я вышла за него замуж. У него была мама, я не буду говорить там этих точностей, все. Была мама у него, немножко, пусть ей будет земля пухом. Она была странная очень, она сильно индивидуал была большой. Вот. Но ко мне она отнеслась неплохо, все вроде сначала, потом все было. И я вместе с ней, да, через 2 года или через 3 у нас родился. В 55-м я выходила замуж, а в 57-м где-то я родила сына. Конечно, ему уже было тогда 31-32 года уже, и он, там фабрика, где он работал, уже стояла, как это говорят, кверху. Вот, это была большая радость.
Я нашла работу, не то, что нашла, я пошла в облано, мне дали в садике работать, правда. Потом, когда я кормила, мне было очень тяжело, потому что это было далеко, эта работа. И я кормила его грудью, и молоко у меня бежало по этим вот, пока я добегала его накормить. Еще в детском саду я работала, надо было мне, чтобы все дети заснули, тогда я могла уйти. А пока дети заснут, один не спит, так он всех поднимет. В общем, короче говоря, очень тяжело было. Но почему я пошла? Не из-за того, что материально. Материально было хорошо, потому что я потом с этого села я уехала в это другое, ближе к Житомиру. И я получала 25% наверх, потому что это была школа глухонемых. Вот. Я там воспитателем, правда, работала уже там. И была высокая зарплата у меня. На те деньги старые было 700, где-то у меня было 500 была ставка, а я получала 700, 800, вот так вот. Но это на старые деньги, конечно, было. Вот. Я была одета, обута, зарплата хорошая уже была, уже все было хорошо. Ну и вот я перевелась в Житомир, я же говорю, вот этот родился когда сын, я уже повторяюсь. Ну он мне был и отцом, и матерью. Понимаете, этот мой муж. Я настолько потом это поняла, я сразу не понимала, знаете, девчонка такая, вот что-то мне в нем не нравилось, потому что у меня было высшее образование, у него не было высшего образования, он после армии, после войны уже не учился, а забрали его, ему было 17 лет. Потом я поняла, что я была. Вот и так мы жили мы жили очень плохо, очень тяжело, потому что у нас была большая, в общем, мы жили на частной сначала квартире, платили мы тогда 100 рублей, это были не деньги. В общем, по отношению к зарплате, конечно, были деньги, да, это было доступно. Жили на частной квартире, потом нам дали квартиру, и у нас была одна комната большая, 25 квадратных метров, и общий коридор на двоих, и все. И это нас там жило уже потом, уже 5 человек. В общем, ну, свекровь, я и муж, мы перебрались в эту квартиру. Жили там. Потом у меня в 1957 году родился сын. А в 1964-м родилась дочка. Еще я забыла рассказать, что я все время искала сестру и не могла найти. И брата искала, так я его и не нашла. А с сестрой получилась очень интересная история. Если это интересно, да, я расскажу. Да. Я ее никак не могла найти, потому что я искала Марину Шаевну, у нее в метрике было Шаевна. Да ладно, не надо. Вот. Я искала Шаевну, а она не хотела быть Шаевной. И они там где-то в детском доме, где они были, я знаю, когда она получала документы, из Ш сделали В. Понимаете как? И получилось у нее Ивановна. Ну, вы поняли, да как? Да. Ше тут, да. И там получилось Ивановна. Я не могла найти. Однажды тетя уже умерла, приходит дядя, ее муж, ко мне. Мы жили тогда уже в Житомире, да. Приходит и говорит: сядь.
Я говорю, да ты рассказывай и так. Я стояла и на стиральной доске, стирала, балия такая большая. Я ничего, я говорю, я стою. Нет, сядь, а то ты можешь упасть. Говорит, нашлась твоя сестра. Как, дядя, что, чего? Ну вот, нашлась. Потом уже я узнала, как это. Значит, она училась, мы какие-то были, она училась с детского дома, она окончила на лаборанта, а потом поступила в медицинский институт. Вот тогда она училась еще в мединституте, когда она нашлась. И их послали, да, там такое было обсих обставин, обстоятельства такие были. Видите, я сначала на украинском. Обстоятельства такие были, значит, что одна девушка должна была поехать со своей группой, но она не смогла, потому что, в общем, опоздала или что, и попала в группу другую. Со старшекурсниками. Она была на первом курсе, например, ну, на первом, а сестра моя уже тогда была на последнем курсе. И она, там перекличка, значит, на машине, и она слышит фамилию, а моя фамилия девичья Портная. Значит, а у нее папа был директором школы, поэтому она поступила в институт. Понимаете как, да? Вот. Это было я забыла этот город. Свердловск тогда было. Вот. Потом он стал другой. И она училась в этом институте, и моя сестра, значит, училась в этом институте. И они поехали на уборку урожая, там не ее дети были, не ее, в смысле, студенты были. И она слышит фамилию Портная. А у нее, она знала учителей, где папа работал директором. Там тоже была моя, ну как сказать, однофамилица, Геня Портная была. Я была Галя Портная, она была Геня Портная. И она говорит, ну, в общем, они разговорились, и она, та еврейка, эта еврейка, в общем, они разговорились, и она говорит, у вас никого нет родственников в Коростышеве? Она говорит, нет, в Житомире, да. Я знала. В общем, ну, что-то их сблизило, и она начала ей рассказывать. И она папе написала письмо, что папа, я не знаю точно, но мне почему-то кажется, что у нее должны быть родственники в Коростышеве. А у нее было написано по ошибке Коростень. Вот почему она не знала, что она с Коростышева. Путали эти города. Были очень грамотные тогда люди. Это был 1934 год. И этот мужчина, директор школы говорит своему папе, а папа пошел в синагогу и начал спрашивать людей, там, это местечко, понимаете, начал спрашивать этих евреев, говорит, вы не знаете, кто это может быть? Все пожали плечами и пошли домой и рассказывают своим женам. И один из них, в общем, одному из них удалось так, что жена его сказала, ой, это мамина подруга была, ой, кажется, это Эстер Малка, маму звали, это Эстер дети, ну, мол, девочка Эстер. Ну, короче, она прислала мне фотографию, и я ее через много лет таким образом нашла. Случайно. Все. Я с ней долго переписывалась, все время уже я ей посылала деньги, потому что я уже тогда была,
стояла стойко на ногах. И моя свекровь, хотя она была очень тяжелый человек для жизни, но она меня спрашивала: ты уже отослала сестре? Она училась в этом институте. Она окончила. Я ее пригласила сюда к нам. У меня было знакомство там уже в Житомире. Такое крепкое знакомство. Даже нельзя сказать, что знакомство. А мужа сестра была замужем за зубным, ну, он техник был, но у него было 60 человек. И он был профсоюзный работник, не освобожденный, но все путевки и все было у него. Врачи к нему обращались, знаете, дом отдыха, санаторий, где-то, я знаю, все вот эти вот места. В общем, был авторитетный. Так он смог ее даже устроить на работу, если бы она хотела. Но она была настолько, что для нее евреи это были, ну, она не хотела быть в Житомире. И она говорит: тут тяжело, а я хочу в больнице работать. В больнице он не мог, он мог участковый ее послать. В общем, такое вот было. Тогда устроиться на работу что-то значило тоже. И она уехала назад. Ну, это тоже. Ой, это очень много рассказывать. Я не знаю, как рассказать, чтобы сократить. Вы когда-нибудь встречались с сестрой? Вы когда-нибудь с ней встречались? Ой, она приехала ко мне. Она от этого всего, когда они в детский дом их вывозили, она мне рассказывала, так по Волге их везли. И воды не было питьевой. И пили, дети не выдерживали, пили эту соленую воду. И у них водянка образовывалась, и их сбрасывали сразу, то на глазах у нее было. Может быть это, может быть пережитое. В общем, у нее была нарушена психическая, так сказать, система. Вот. Она еще поехала на работу там, потому что надо было отрабатывать. А потом там что-то у нее тоже случился, какой-то случай, умер ребенок, она была зав. Отделением. И она, значит, в общем, она приехала сюда к нам, ее мог устроить, но она не захотела, и она уехала назад. Ой, я не могу столько рассказать. Хорошо. Отдохну чуть-чуть. Да, конечно. Она увидела у себя на раскладушке, она спала. У меня условия были очень плохие там. И увидела синячок и говорит: кто мне сделал инъекцию ночью? Ну, я уже поняла, что она... Вот. Но она ушла в гостиницу. У нее были деньги, она пошла в гостиницу. Ой, окончились деньги, она пошла в профсоюз какой-то там, медицинский или не медицинский, я не знаю. И попросила помощь. Ну, ее спросили, как, что, чего. Она сказала: а кто у вас тут есть? А моя сестра. А сестра где? Она воспитательница и в таком-то детском саду, то, другое, третье. В общем, звонят мне по телефону и говорят так и так. Я говорю: я не могу с вами говорить, я еще скрывала, я не хотела, чтобы кто-то знал про это. Вот, вы мне скажите, куда прийти, я приду, мы поговорим. Я пришла, с ней поговорила. Она говорит: неужели у вас нету денег помочь ей, чтобы она уехала? Я говорю: да не в том-то дело. И рассказала уже ей, как и что мы будем делать. Она говорит: ну она придет, а у нее обострение тогда было. Она придет ко мне, и мы вызовем скорую и отправим ее в больницу. Таким образом она получилась в больнице. Она вышла из больницы, но уже про работу нечего говорить, это уже в другой раз. Вот. И она уехала назад туда.
назад, ей там дали, у нее комнатка была там, все такое. Вот, ну кто хочет жить с ненормальным человеком, ее все время ругали, с ней выселяли. И она была очень чистюля большая. И на ней осталось только, что осталось у нее, это баллоний плащик. Тогда баллония была очень модна. Вы не знаете всего. Не дай Бог, чтобы вы знали. Она уехала туда. Когда я уехала в Израиль, я ей написала. А в каком году вы уехали в Израиль? Мы уехали в Израиль в 90-м году, в августе, 27 августа. Когда мы уезжали в Израиль, я ей написала, или по телефону, я не помню уже, что приезжай, поедешь с нами. Она, да ты что, ты куда едешь? Враг народа, в общем, она мне, нет, все такое. В общем, она там осталась. Осталась и жила там, я в Израиле. Мне захотелось с ней переписываться, нету ее. В общем, когда я ее я не буду говорить много, уже и так хватит, через людей, через все вот это вот, я ее нашла вторично. И я уже ее забрала в Израиль. Я поехала, мне помогли, и я на самолете летела в Свердловск, и нашла ее там где-то, и привезла ее в Израиль с большим трудом. И мы жили вместе, пока я за ней смотрела, конечно, уже, уколы вовремя, чтобы были, все такое, вот. И пока мы не поехали, дочка пока не забрала меня в Канаду. Потом я туда приезжала, я была как ее опекун, все такое вот. Но я приехала почему-то я поехала. Когда муж умер мой, а муж умер в 8 году, я поехала туда восстанавливать. Я как вдова получала пенсию за него. Так как он инвалид войны, по израильским уже меркам там. Ну, в общем, оно учитывалось. И я заходила к ней, приходила. Ну, и тут я жила у племянницы мужа, и тут меня, значит, вызывают в Бейтовод, Бейтовод, вы не знаете Бейтовод. Ну, в общем... в государственную службу какую-то. Сейчас я скажу. Ну, как для пенсионеров старых. Дом престарелых? Дом престарелых, да, но там дом престарелых. Вот. И меня вызывают туда. Я приезжаю. Они говорят, так и так, вы опекун, значит, ей нужна срочная операция. Почку надо удалять. Но она как врач, то я не пойду, я ни то, ни другое. Я сумела ее уговорить. Я говорю, ничего тебе удалять не будут. Но я уже знала, как с ней разговаривать. Просто заберут опухоль и все. Уговорила. Отвезла туда ее в эту больницу. Ей сделали операцию, удалили почку. Через несколько дней я к ней приезжала, туда смотрела, я видела, что что-то не то. Вот. Стула нету, ничего нету, и она распухла. Ну, говорю, они говорят, подождите, все будет хорошо. Потом ночью звонят опять ко мне. Срочно едьте, надо, чтобы вы расписались. Ей надо делать это. В общем, неправильно сложили. Надо делать опять эту операцию. И меня ночью везет это в другом городе далеко. Он везет меня туда и делают ей эту операцию. Я смогла
Даже я не показывалась ей, я боялась, что она уже не останется там. Вот таким вот образом. И опять забрали, опять была она в этом доме престарелых. Я в Канаду уехала. Сделала эту пенсию я себе, так сказать. Потом она что-то заболела, и это годы же идут. И она где-то это было, я не знаю, уже, наверное, это было уже в 12-м или году. Мне разыскиваю, мне сообщают, что она находится уже не в доме престарелых, а там, где умирающие. И, значит, что у нее такое-то и такое, ну, рак. Вот. И я с ними, не с ней уже, с ними связь держала. Потом звоню однажды, и мне говорят, что, значит, ее нет. Она умерла. Вот так вот. Хоронить я ее не поехала, потому что это очень сложно было бы для меня. Ну, ее похоронили, памятник поставили. Израиль насчет этого, это все бесплатно, все нормально. Ну, 4 года тому назад мы приезжали туда, пришли с дочкой мы ехали. Мы приехали, нашли ее могилу, увидели этот памятник, который сделали. Все как следует быть. 4 года тому назад это. Все, вот это я вам рассказала. Спасибо. А последний вопрос. Что бы вы хотели пожелать будущему поколению? Я желаю будущему поколению, чтобы они были счастливы, не знали никакого горя. Ой, и чтобы у них не было того, что пережили мы с этой эвакуацией. Чтобы они были здоровы, слушались своих родителей, делали все как надо. Это молодому поколению. А всем остальным я пожелаю счастья, успехов в работе, быть преданным своим родителям и быть патриотом своего государства. Спасибо вам большое, Галина. Спасибо. Достаточно. Спасибо. Спасибо большое.